Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада. Мы живем в Германии. И несмотря на то, что мы живем в Германии уже больше 2 лет, в правовой сфере, в законах Германии и в наших правах мы очень слабо разбираемся. И сейчас попали в одну очень странную ситуацию, в которой мы нуждаемся в вашей подсказке, друзья. Но у нас не все так плохо. Вчера к нам вернулась наша посылка, которая 1,5 месяца назад потерялась. И мы снимали даже видео, рассказывали, как это все грустно и печально. Ну вот так вот идем отправлять 2-й раз ее. Мы уже не надеялись ее получить, Да. но вчера приехал курьер и говорит: Ира, пока Цюрюк. Цюрюк Шикин. «Цюрюк». Приехал назад, короче. А мы как раз, кстати, ждали совсем другую посылку. Мы заказали халат мне домашний. Лада тоже рассказывала об этом. И думали, что это приехал халат. Но нет, это посылка, которую мы отправили в Польшу. И сейчас мы попытаемся ее чуть-чуть иначе, но снова отправить в Польшу. Друзья, вы представляете, почтовое отделение в нашем городе, в Гайслинген-ан-дер-Штайге, которое работало здесь с 2019 года, как они пишут. И в этом месте, вот на центральной улице, оно появилось только год назад. То есть здесь такое удобное место, проходное. Посмотрите, вот Ратхаус рядом. Здесь очень удобно было сдавать посылки. И это почтовое отделение закрылось. Смотри, здесь написано, что они 20 сентября были здесь последний раз. За это, с 19-го, покажи. С С 19-го года они 6 лет работали в Гайслингене, а теперь они переезжают в Гёпинген. И все. Это 20 сентября был последний раз. У нас в городе больше не будет почтового отделения? Ничего себе. Вот это да, город на 27 тысяч населения, нету почтового отделения. Что случилось? ДХЛ. Говорят, нету возможности дальше работать. А почему? И нам теперь придется с Ладой ехать, чтобы вот эту посылку отправить. Нужно ехать в Гёпинген, а это на поезде полчаса. Представьте себе, что вы покупаете в интернет-магазине товар. Ну, вы пока просто выбираете, да, добавляете товар в корзину, а потом вы присмотрелись к этому товару и решили его не покупать. Но интернет-магазин заявляет вам, что раз вы положили этот товар в корзину, то значит вы уже обязаны его оплатить. По крайней мере 75%. Как бы вы отнеслись к такой ситуации? Скажите, это же абсурд, правильно? Человек имеет право посмотреть, прицениться, потом отказаться от всего этого. Нормально же, да? Вот, такая ситуация наподобие случилась с нами с Ладой. Мы выбирали билеты на авиарейс в другую страну. Следующее видео будет из другой страны. Мы не скажем, в какую страну мы едем, но мы уже купили билеты. При покупке этих билетов с нами случился такой очень интересный инцидент, который мы уже неделю не можем осознать. Почему и как это вообще может быть в Германии? Потому что мы покупали через немецкий сайт авиабилетов. Этот сайт называется MC Fliegt, и он предлагает как бы поиск дешевых авиабилетов. И мы выбрали билеты туда и обратно на удобные нам даты. И после этого перешли к бронированию. Завершенным бронированием считается момент, когда клиент оплатил бронирование. И тогда уже, да, тогда уже вступает в силу бронь и возврат брони по правилам возврата этих сайтов. Но вышло так, что при попытке забронировать билеты я не смог оплатить их своей картой. У меня, кстати, очень модная карта, защищенная, которая работает с динамическим CVV. Знаете, эти 3 цифры на задней стороне карточки, которые никому нельзя рассказывать, да? Так вот, у меня есть такая карта, она виртуальная карта, и на ней все время эти 3 цифры меняются. То есть ты один раз оплачиваешь в интернете, второй раз уже с тебя не могут списать мошенники, например, если захотят. Ну, бывают же в интернете всякие сайты. Так вот, я использовал эту карту, и оказывается, эта карта не прошла у них. Оплата не прошла, поэтому я попытался оплатить
второй раз, уже другой картой. Но оказывается, такая система так настроена, что нужно запрашивать ссылку на оплату. Я вам все это подробно рассказываю, потому что мы хотим с Ладой спросить у вас совета о том, что нам делать дальше, поскольку дальше происходит такая ситуация. Они нам не присылают ссылку на оплату новую, и у них на сайте написано, что вот это вот бронирование, которое мы якобы сделали там, оно работает только до утра. А у нас уже нет времени, мы хотим забронировать жилье в том городе, куда мы летим. Да, мы нашли дешевое жилье, и нам просто, если мы будем ждать до утра, это жилье просто уйдет. Ну, мы подождали до вечера, и тогда уже вечером решили отказаться. И из вежливости я написал им письмо о том, что я отказываюсь от этого бронирования. Все равно оплата не прошла, вы нам не присылаете новую ссылку на оплату. То есть, извините, мы найдем себе другие билеты. И все. В общем, я нашел другие билеты на другом сайте, немножко дороже, на 30 евро всего дороже. Короче, купили мы билеты, забронировали жилье, все отлично. Но на утро приходит мне ссылка с предложением оплатить те билеты первые, которые я покупал, собирался купить. И прислали требование оплатить отмену бронирования 75% от стоимости билетов. Представьте, я говорю, какое бронирование, оно же не состоялось. Они говорят, нет, вы должны теперь оплатить 330 евро отмену бронирования. Нас с Ладой это удивило, но не расстроило, потому что мы решили, что это какая-то, этого не может быть просто, это какая-то ошибка и все. Какая отмена бронирования, если оплаты не было? Отмена того, чего не было. То есть бронирование не произошло, но мы должны заплатить практически стоимость билета. Да, стоимость билета, кстати, была 430 евро, а они требуют, чтобы мы им вернули за отмену 330 евро, не приобретя при этом билеты. Представьте, какая сумма. Одним словом, мы не воспринимали с Ладой это требование оплатить какое-то бронирование серьезно, пока я не начал искать информацию, опрашивать своих друзей, и оказалось, что в Германии все не так-то просто. Если, например, на сайте этого продавца есть внутренние правила о том, что вот у них так работает, и я, например, поставил галочку «Согласиться с этим», то уже по их законодательству я обязан оплатить. А вы знаете, кто обращает внимание на эти галочки, когда ты что-нибудь там оформляешь, там такая маленький квадратик, галочка, и там что приписано так, типа мелким шрифтом. Посмотрите, соглашение какое-то там все. Естественно, я этого не читал, но, к моему счастью, там галочки никакой не было у них на сайте, я потом проверял. Но все равно уже возникает опасение возникает, что возможно какая-то хитрость у них там есть, и возможно они не зря это делают, они, может быть, не первый раз такую схему проворачивают, и, может быть, знают, что немецкое законодательство на их стороне, и что они смогут с меня сбить деньги, потому что последнее письмо, которое они прислали, содержит угрозу обратиться в суд. И по суду с меня снять этих 330 евро, друзья. Я просто в шоке. Я попытался проконсультироваться у адвокатов здесь даже вчера. Но попасть к адвокату не так-то просто. Это одно. Второе, что консультация у адвоката стоит от 100 до 150 евро. И еще не каждый адвокат шарит в этой теме. Тут есть тоже очень много некомпетентных людей, которые заявляют, что да, все хорошо, а потом оказывается не все хорошо. Меня начали пугать знакомые, что суды могут стоить очень дорого, до нескольких тысяч евро. И тут, конечно, мы с Ладой заволновались. Нам не хочется из-за такой... 300 евро. Из-за 300 евро это одно, и из-за какой-то галочки на сайте или из-за какой-то хитрости попадать на такие суммы. Поэтому мы спрашиваем у вас, если вы знаете, как это работает и на чьей стороне закон, то подскажите нам, пожалуйста, потому что мы не можем выяснить. Что нам в этом случае делать? Заплатить лучше, а потом разбираться, или не платить и быть спокойным, уверенным, что закон на нашей стороне, да, мы что просто суд в растерянности. Нас оправдает. Ты же знаешь, что правды нет. Навигаторы ведут в тупик. Но каждый раз, когда дождь или снег,
ты снова начинаешь грустить. Незатейливая игра. Догадайся, что будет дальше. То, что было важно вчера, сегодня звучит как фальшь. Мы вспомнили, что есть еще одно почтовое отделение в нашем городе, но мы в нем никогда не были, я только вывеску видел, вот, в другой части города. Сейчас мы спросим, может быть, здесь принимают посылки. Не может же быть, чтобы на такой большой город не осталось больше почтовых отделений. О, видите, как понапарковано, не пройдешь. Здесь пройдем. Вывеска есть, как вы видите, ДХЛ. Вот. А где само почтовое отделение? И сейчас поищем. Hallo, hier ist eine Deutsche Post. Ja. Können wir eine Sendung schicken hier? Ja. Ja? О, на этот раз все вышло. Мы отправили посылку, не пришлось ехать в Гёпинген. У нас посылка на 1,5 килограмма. И мы ее отправили за 20 евро 50 центов. Представляете, в прошлый раз было 10 евро, а теперь 20 евро. В прошлый раз почему 10 евро? Потому что я через интернет оформлял, так дешевле. Но видите, она потерялась таким образом. А сейчас мы отправили, вот человек наклеил наклейку, выдал нам чек. В чеке написан номер отслеживания. Вот, и мы теперь можем следить. В прошлый раз я такой чек, видимо, потерял. Ничто не имеет цены, кроме той, что назначим мы, кроме той, что мы готовы платить за идеи или мечты, за которыми не видим мы саму жизнь. Недавно в супермаркете мы познакомились с семейной парой из нашего города Гайслинген-ан-дер-Штайге. Эта семейная пара, они наши зрители. И человек оказался художником. Он рисует картины ртом. То есть это человек с инвалидностью, который рисует прекрасные полотна. Это удивительно просто. Они показали нам фотографии в телефоне своих картин, но вы сами понимаете, в телефоне это одно, а когда ты можешь посмотреть вживую, это другое. И вот они нас пригласили сегодня к себе в гости, чтобы мы смогли посмотреть на картины и на то, как он их создает. Это очень интересно, друзья. Приглашаем вас вместе с нами посетить, побыть в гостях у художника. Пойдемте. Ой, очень приятно у вас в гостях побывать. А здесь мастерская у вас, да? Да, мастерская. Ух. Вот это вот ваше рабочее место, да? Вот. Да. Ну вот мы с вами виделись, когда я потом начал эту картину рисовать. А, серьезно? Да. Вот это вот самое последнее, да? Да, которое самое вы- последнее. Почти закончил. Такой Ух ты. город. Обалдеть Ночи. просто вообще. А где вы учились вообще? Я сам Как самоучка? С рождения. С рождения? То есть как родился. Он в школу не ходил никогда-то. Я Сестры решил- ходили в школу, да? Ага. Они приносили фломастеры, я у них воровал, не воровал, они мне подавали. И я начал рисовать так в том. Это кисточки у меня. Кисточки вот так лежат, можно их доставать. Да. Мгм. И потом ложу. Мгм. Ну да, я Вот думал, тут- как же. Со стола их тут взять будет трудно, да? Нагибаться сильно. И она не будет марать, знаешь, когда грязные кисточки. Мгм. Так ложу. Ну а со стола ты тоже можешь взять, да, если вдруг сильно нужно? Ну да, если сильно. Так Да. вот.
тебя краски? Ну это же ну, самому надо все там мешать, там. Ну, вот сестра. как? Сестра все Сестра, да. Карандашом Средний. сначала. Сначала У меня фломастером. Да? получалось хорошо карандашом. Мгм. Вот это Ага. первое. Потом красками. Потом я сюда, в Германию, приехал. Здесь Ага. я учился. Он и сейчас карандашом. Ко мне учительница приходила, мне на дом Ага, вот. учила меня. И ты здесь живешь уже очень давно, я так понимаю, да? 96-го. С 96-го года, да? Откуда ты приехал? Из Киргизии. А кто делает вот рамочки для картин? Это организация есть такая Мгм. в Германии. Помогает инвалидам, кто вот Ага, руки, ноги ага, вообще не ага. работают. Ага. Там молодые на мотоцикле кто-то разбился, Мгм. на шею поломали Ну, да. и не могут двигаться. И только ртом рисовать. Мгм. Одна вообще с ногами рисует. Ногами? Ногами, да. Такая без рук. Мгм. Без рук. Помните, может, в Германии Молодец, были какой какие-то вообще. беременными женщинам, Ага. давали это, таблетки какие-то. И потом дети рождались там без ножек, без ручек, А мы не знаем такого. Мы такого не слышали. беременными. И они дают это все, краски То есть бесплатно. это бесплатно? Да. А, круто. Потом мы едем в этот, дают отель бесплатно, неделю там живешь, там Ага. обучают один раз, но это один раз в год. Один раз в год можно поехать и обучиться, в Да. отель дают Они всё бесплатно. оплачивают, всё, да. Такси Ага, оплачивают, все ага. такое. Это очень... Раньше Да. было в Берлине, Мгм. там Ага. вообще В шикарно. Потсдаме. В Потсдаме, да. Ага. Ну, там рядом же Берлин. Я смотрю, вот это все сложные картины твои, да? Да. Только знаешь, что проблема? Нету рамы. Рамок нету, Нету да. рамы. Ты рисуешь на картоне маслом, да? Или что это за краски? Да, это потом стали так делать. Раньше я на холстах. На холстах, да. Но холсты сложнее. Нужно делать рамку под холст, Они- потом они натягивать. бесплатно. А, давали, да? Можно заказывать. А почему сейчас перестал на Ну, холстах? им собирать там наше место, наш и А, посылка ясно. будет. Это. Эти занимают Это меньше. толстая, столько, это тонко. столько, это все, наверное, еще есть. Вот. Вот это все. всё А А, вы вот. продаете картины? Нет? Почему? А как? Надо. А, просто нету площадки для Сколько продажи, да? вообще, сколько вот так вот, если картина приблизительно может стоить? Разные, разные. Это самое трудное. Да? Что у меня Почему? есть, ну сколько это стоит. Это надо делать. Как вообще с этой вот коляской? Вот покажи, какой агрегат. Да, я управляю локтем. Вот, слышите, Локтем? ложу руку, и она локтем. жестик такой, да. Ух ты! Туда, направо, Круто. налево. Ничего себе. А на этом экранчике что? Заряд Да, отображается, да? заряд, сколько вот километров поехали. Мгм. Такая вот система интересная. Система МИПИ. Это немецкое производство, да? Да. А, Государство. государство выдало, да? 25 это? тысяч стоит. 25 тысяч такая Евро? коляска стоит? Ничего себе. Государство платит. Мгм. Ну, это как очень хороший автомобиль, да? Да. Ну да. Ну так это ж, представь себе, человек А- может спокойно... А в двигаться. обслуживании эта коляска... Они она- тоже бесплатно. Да, они делают это все. Это явно не немецкое село, правильно? Снег. Да. Снег. Смотри, вот это тоже не немецкое, это, наверное, итальянское. Это уже холст, смотри. Да, это. Но мне нравится на холсте. Мгм. Тут еще два. Вот это карандашом, видишь, нарисовано. Ага, Карандашом. вот карандаш. Сова. Вот еще Вот, карандаш. мне вообще нравится. Класс. Хорошо у тебя стены получаются, вот эта стальная Мгм. кладка. Березки. Язычные. Пустая лодка в море, как это можно назвать? Можно назвать бриз. Бриз. Как это был урок, Ларис? Как он называется? Креатив. О, креатив. А, вот из креатива. А это называется мамин дом. Креатив. Это я сразу назад отдаю, да? Да. Вот, вот эта вот картина, да, Он рисует классная. разным стилем. Мгм. Креативы и простые, и такие. Дело в том, что мало кто так может. Раньше я когда лежал, спал, я мог переворачиваться на другой бок и на другой бок. А Мгм. сейчас я не могу переворачиваться. А, то есть это движения раньше были Лучше, лучше, да. да? Да. Вот Ларисе надо каждый раз вставать
меня переворачивает то на другой бок, чтобы не отлило, кости болят. Днем нормально, и Да утро сложное, пока вот давление, не дай бог, там еще. Мгм. Вот она дача. 2 тяжелых периода, ночь и утро. Это же дача, да? Или не та? Нет, это не та. А, не та. Здесь сзади сигнал приделан, это для человека, который сопровождает тебя, да? Вот это вот. Да. Ты сам... Знаешь, я вот хотел вот тут какой-то это статив приделать, чтобы у меня сбоку была эта камера, да? А, И чтобы я раз сказал включить, и она включает. Мог бы там рисовать, да? Чтобы она меня тоже показывала, так, допустим, подъехала, мгм. так, раз, что рисовал. Ну да, если бы добавить сюда еще каких-нибудь приборов, зеркала, Да. может быть, да, камеры. Ну, камеры и есть на голосовом управлении. В принципе, даже моя камера умеет на некоторые голосовые команды, но она быстро сядет батарейка у нее. Да. Можно я отвечу? Да, конечно. Пошли чай. А, ты вот так отвечаешь, да? А я еще не разбираюсь. Мышкой, да? Да? И губами нажимаешь мышку, да, получается? Да. Мышкой. Что-то там другое идет. Слушай, ну это сложно. Этот мужик в Европе придумал гениально простой способ не получать штрафы. В Испании Ну, я не Ну думаю. как, больше никак не могу. Не, ну хоть какая-то возможность тоже. Да. Это вот мой сын, вон, правда, там не говорю. Вот это, да? Да. Вон внизу моя бабушка со мной, когда мне 2 годика было. У меня на носу было родимое пятно, а потом здесь операцию сделали. Сделали. Сейчас ничего нет вообще, даже не видно. Они вот тут с шеи взяли мне кожу и пересадили. Это вырезали, пересадили за мной. Все-таки медицина классная, Да, да? здесь. А Это это мы- тоже ты, да? Это я и там сестренка маленькая. А это кто? Это я и сестра. Сестра. А Средняя. это? Это Лариса и я, когда мы Ага. женились, Ага. расписывались. То есть это твой сын, да? Да. Еще 2 внучки от него. Внучка из класса. Это от первой Да-да-да-да-да. жены. То есть у вас большая семья. Ой, а у нас сколько родственников? Наверное, 100-200 человек. Родственников. Ну это хорошо, когда есть родственники, когда. Это он к тому, что он, Мерс тоже может быть нашим родственником. Вполне запросто. Ну, На похороны его бабушки приехало 80 человек. Не могли все приехать, потому что живут кто в Берлине, кто там, в общем, То далеко есть там все по карте. здесь, в Германии, да, родственники? Очень много. Не все, Но не все. но много. А сверху корабль. Его отец из хлама восстановил. ух ты! Поломанный корабль, но Вове захотелось. Мы купили на фломарте. Там, короче, это, да. Куча веревок, вот так вот все это самое, он все восстановил. Удивительно, как он сделал, не знаю. Рукастый, да? Рукастый папанька, да. О, уютный столик у вас тут такой интересный. А Вообще, кресла какие шикарные. А Да. лекарств Да, сколько? вообще. а вообще вот этот шкаф это антикварный, да, такой вот, дорогой и старинный, Дорогой, скажем. кстати. Он тяжелый, не подъем. Принесли. Частями, он Частями. частей, не то чуть нет. Тёпа. Это моя собачка. Тёпа. А, Он я из вижу, домика. я вижу. Видишь, Вон, там сверху Нет, чуть-чуть. не вижу. Вон в будочке, видишь? Вон, вылазит. Его не спускает, а меня Степа, пускает. я с ним целуюсь, он вылазит сюда. Степа, Серьезно? иди сюда. Он один тут или два? 2, там еще девочка есть маленькая. А но она- девочка у них Да. еще? Потому Мы что... хотим свести, чтобы маленький. Вместе нельзя держать. А вместе нельзя не пойти. Убивай. Она там Серьезно? где-то в домике сидит. Степа пришел. Степа, да, Степа. Ну мы под впечатлением, друзья. Нам столько надарили, посмотрите. 2 больших картины таких вот. Вот такого котенка, посмотрите. Вот такие вот календарики еще. В общем, мы с подарками идем
домой. Думаю, мама будет сейчас в восторге. Ладе так понравилась эта картина. Да. Мы вообще воодушевлены примером Вальдемара, ну так по-немецки его зовут, Вальдемар Мерц, что вот он в таком положении находит в себе силы заниматься искусством, а это же намного сложнее, чем человеку со всеми возможностями, с руками, с ногами, представьте. Я просто думаю, вот мы находим в себе причины, почему у нас что-то не получается, почему мы чего-то не делаем. А у человека масса причин, очень веские причины что-то не делать, а он делает. Просто это настолько заряжает оптимизмом. Да, я в восторге. Спасибо, Володя, Вальдемар. спасибо за вдохновение. Да. Мы повесим дома твои картины у нас. Мы одну картину купили, я уже говорил, да? Или не говорил? Одну картину мы купили в качестве просто желали помочь человеку. Я думаю, в общем-то, любой желающий может купить у него картину. Мы оставим здесь в описании под нашим видео координаты Володи. С ним напрямую можно связаться и договориться. Или с его женой поговорить. Так что поехали вешать теперь на стену. Да? Ну что, самый интересный момент. Мы будем искать место для того, где повесить эти картины. Сначала, наверное, самую красивую, да, картину, Да, вот эту да, вот, да, да. которая Ладе понравилась больше всего. Вот. Ну, конечно, вместо этой картины, это понятно. Сразу давай меня. Хочешь сюда, конечно, да? Конечно. Ну, окей. Я ее только тут и видела. Это снимаем, это снимаем. И на верхний, наверное, гвоздик. Да, на верхней. Оно только ровненько. Так, смотри. Класс, мне очень нравится. Ну, Смотри. супер, бомбезно. Жаль, конечно, без рамочки, но, возможно, мы найдем здесь рамочку, то есть возможность сделать рамочку. Рамочку сделаем, прям вся комната аж засветилась, смотри. Ну, Лев сюда, наверное, не подойдет, это маме. Маме комната, да. да? Хорошо. А вот эту вот картину давай нам в спальню повесим. Ну да, которая была здесь. Да, Это вот так. да. А ну, Окей, пойдем. давай я сразу там. Так, ну тут у нас есть гвоздь над кроватью, есть еще вот здесь гвоздик. Да, Вот кстати, вот смотрите, шторки, Мгм. которые мы повесили такие же, как в большой комнате. Но они здесь до пола не достают, потому что здесь потолок выше. Посмотрите, здесь потолок у нас не деревянный, он здесь такой с лепниной, как был первоначально. А в тех комнатах почему-то добавили такой подвесной деревянный потолок. И этот потолок гораздо лучше выглядит. И здесь получается высота потолка выше. Сюда будем Да, пробовать? я думаю, только туда, да. Ну давай. Так, говори мне, правее, левее. Вот так? Ну, мне кажется, так, да. Ну что, классно, по-моему. Часы еще запечатанные. Часы купили, 5 евро стоят часы. От прежних хозяев остался гвоздик небольшой. Сейчас. Главное, чтобы Я они его не нащупаю. упали и не разбились. Вот, гвоздик. Как тебе? Отлично. Обратите внимание, у нас везде телевизоры. Там большой телевизор в большой комнате, здесь поменьше. Это тот, который у нас был на прошлой квартире. И у мамы еще один телевизор, который Пойдем был покажем. у нее на квартире, да. Вместе с картинами придем к ней. Это календарик, чтобы не забыть дни рождения. Вот Гебуртстаг календарь. Когда у вас, допустим, в январе дни рождения, когда там в феврале, ну, на каждый месяц, чтобы не забыть дни рождения своих знакомых, родственников. Но мы повесим календарь там, где у Володина картина. Вот. Да. Да, этот календарь не зря они нам подарили, в этом календаре есть его картина. То есть это изданный календарь, издательство, вот, и его картина помещена здесь. Вот. Оля Лукинична, мы к вам с подарками, смотрите. Это вам. Прелесть. Это вам подарил Володя, художник, который рисует ртом. Ой, спасибо.
Нравится? Очень, очень и натурально так, прелесть. Вроде как будто бы в моем детстве когда-то были какая-то. Сейчас будем вешать. А еще это не все. Смотрите, еще вот такая. Классная, да? Прелесть, прелесть. Тигра. Сейчас Натурально. куда? Я туда не- Красиво, Смотрите. красиво. Слушай, а маленькую картинку можно приделать туда, там уже гвоздик есть даже. О, А ну, точно. сюда? Мгм. О, как будто бы специально художник знал. Что вам? Да. Володя, скажите спасибо. Спасибо, Володя, спасибо. Очень большое спасибо. Мама, Ещё? что ты вяжешь? Покажи. Ну, пока я вяжу носочки для начала. А потом вот мне Лада принесла ниточки. И я буду вязать вот такие вот перчатки. Сейчас я покажу. О, какие ажурные. Ну это перчатки явно не для морозов, да? Да нет. Осенью вот вроде бы рука закрыта. Вроде бы и тепло, и рука закрыта. Вот Крутые Лада перчатки принесла вообще. мне ниточки, я попробую. Вот Я тоже завязать. хочу такие. Ольга Лукинич мне заказала. Здесь у мамы телевизор, но она его включает редко, потому что телевизор мешает вязать, да, мам? Ну, вяжешь, а потом телевизор влез, а тут что попало. Приходится распускать давно. Приходится распускать то, что сделал, поэтому... Ну и по совместительству здесь выставка игрушечек, которых мама навязала. Кстати, у меня, вот я еще поставила уже, он стоит. Идея такая, вот мы купили вот такие вот собачки, вот, Прищепки. сегодня прищепки, ну собачки, прищепки, повесить где-нибудь вот так вот, это специально на гвоздике такая штучка, и сюда сделать выставку Ольги Лукиничной игрушечек. Ой, Давайте хорошо. сделаем, как Да. вам? Хорошо, я вот закончу вот это то, что запланировала, потом снова буду игрушки вязать и вешать по мере того, как... показывать. В общем, Вот сейчас тогда- будем заниматься этим. Мы придумали вот так вот повесить на такие вот прищепочки игрушки. Вот так вот. Вообще, эта вещь предназначена для фотографий. Но мы решили воспользоваться моментом. О. А повесим вот туда, А ну, давай. над телевизором. У нас еще останется место вот в левом углу. Там сделаем, я постараюсь. Все, я прибиваю. Ну да, только ровненько. Чудово. И по бокам. Знаешь, Лад, мне кажется, мы неправильное место выбрали для... Ну да, потому что Мама не неудобно. сможет дотягивать. Поэтому, А мне я вас кажется, попрошу. нет, Не волнуйтесь. мне кажется, нужно ее повесить там, где кот, а кота сюда. Может так? Давай Нет. попробуем. Там, Нет, там нет. ее можно будет Ну, смотри, достать. ты тут сможешь сама. Конечно, развешивать, как вам Да, хочется. Да я там буду ходить, и я ее позбиваю. Значит, пусть остается так. Для малышки. Ух ты. Плюшевый шарфик. Плюшевый шарфик, да? Ага, это один. Смотри, какая классная шапочка белая получилась. Даже Я- лучше, чем плюшевая. Вот эта. Это тоже из тех... С таких же ниток, да? Да. Это стрейчевые нитки, которые тянутся, да? Я не Очень знаю. красивая, симпатичная шапочка. Можно померить? Можно. О, смотри, еще, Виталик. Ну, подойди ближе, вот. Нравится? Да. Бери. Мне Включи. теперь надо наряд Снегурочки. Хорошо. О! Смотри, потом я связала вот еще такую шапочку. Тоже хорошенькая. Это сейчас модно, последний трек моды. Ну, то детское. Ну, Ладе детское к лицу. У Мне как неё раз детская только и носить. почти такая же и есть у тебя одна, да, с большим бубоном? Вот, Да. потом
Еще вот. Ну, давайте. Я сейчас буду просто демонстрировать, как это на людях смотрится. Это такой кусочек свитера, да? Ну да, просто куртку одеваешь, у тебя, что бы ты там, ты можешь одеть кофточку летнюю такую, но горло у тебя будет вот вроде как ты в свитере. Очень прикольная вещь в уголке. Сегодня мы отправили одну посылку, а вторая посылка вечером пришла к нам. Это должен быть халат. Аллах ебнзолдате, манкалши, мрачней, как мы забираем посылки здесь в почтомате. Есть QR-код, который я просто вот сканирую. И смотрите, высвечивается мое отправление. Сейчас откроется какая-то ячейка. Вуаля! Вон она. Больше ничего нету. Все? Мало? На халат совсем не похоже, Влад. Возможно, он какой-то вот так. Сними, Влад. Прямо в поезде пиво бухают мужики. Это сейчас Октоберфест. Чиз! Сейчас Октоберфест, и несмотря на то, что пиво пить в поездах и на вокзалах нельзя, немцы пьют. Это я вам как наблюдатель, как человек, который ездил на Октоберфест и видел эти поезда. В прошлом году мы посещали Мюнхен, но нам больше не захотелось туда ехать, потому что это... В этом году там небезопасно. Ну, небезопасно, и там такие толпы. Просто ужасно. Виталик не смог дождаться. Друзья, я просто не могу понять, Это халат? что это такое. Если это халат, то он очень спрессованный. Кошмар. И тут еще два для Лады, два Ну тюбика. это крем. Крем это С нормально, кремом, что да. он маленький. Но халат вот такой вот, ему хоть гвозди забивай. Всё, Интересно, пойдемте смотреть. Пойдемте домой, там посмотрим и померяем. Пока я не забыл, этот халат уже теперь практически не нужен, потому что мы купили его из-за того, что у нас в квартире было холодно. Но буквально через 2 дня после выхода этого видео, в котором мы сказали, что холодно, включили отопление, и у нас в квартире теперь жарко. И халат уже... Ну посмотрим. По-моему, этот халат не совсем вообще толстый. Ты будешь просто для красоты его носить. Пойдем Да, смотреть. скорее всего, как бывает в интернете, да, ты заказываешь одну, а приходит совсем другое. По всей видимости, это вакуумная упаковка. Это что такое? Я еще не получал таких посылок в вакуумной упаковке. Сейчас будет очень интересно, Мне как даже мы ее страшно. распечатаем. Не порежь только халат. Главное не повредить, да. Потому что руками, мне кажется, я вообще не открою это. О, То так есть это уже... халат. Это все-таки халат, смотри, махровая ткань. Но они так ужали, я не мог даже предположить, что это ткань. Но на ощупь было как брезент какой-то. Смотри, он не такой уж и тоненький. О, смотри, он набухает, становится больше. Ничего себе, упаковочка. Так, упаковку выбрасываем пока в Первый сторону. раз такое вижу. А ну давай, бери. Внимание, внимание. Что мы Так, имеем? мы заказывали большой, огромный халат до пяток, чтобы было в нем тепло. Так и есть. Ой, слушай, он как бы, как, а не, я думал, как мешок одевается. Нет, все-таки вот так. Вот так. С поясом. Пояс упал. Что, друзья? Конечно, я не по правилам. Надо было с себя сначала все снять, а потом уже одевать халат. Вот он. Ну, прекрасный халат. Халат оказался вполне-таки даже приятный. И- Носки вообще супер. Да, носки мама вязала, конечно. Это вот я сейчас в домашнем комплекте. Теплые носки, теплый халат, Ну вязаные всё. трусы. И все. Теперь я могу отдыхать, ходить здесь как барин такой. Ну что, красиво, Виталик, тебе идет. Сразу- Может тебе вообще вести блог в халате все время? Друзья, пишите, как вам. Может быть, начать такую рубрику «Барин вещает». Беженцы из Украины в Германии. Да.
хочется сразу повелевать, позвать слуг, там, конюха и всякое такое, но, к сожалению, у меня нет ни слуг, ни конюха. И стоит этот халат на самом деле недорого, он такой дешманский, стоит всего лишь 17 евро. Ты же знаешь, что правды нет. Навигаторы ведут в тупик. Но каждый раз, когда дождь или снег, ты снова начинаешь грустить. Незатейливая игра. Догадайся, что будет дальше. То, что было важно вчера, сегодня звучит как фальшь. Ничто не имеет цены, кроме той, что назначим мы, кроме той, что мы готовы платить за идеи или мечты, за которыми не видим мы.